Друзья, всем привет! Мы продолжаем обустраивать нашу квартиру, разумеется, своими руками и без какого-либо опыта в отделке. Но зато с верой в свои силы. И наконец-то очередь дошла до ванной комнаты. То корыто, которое было в ней установлено, нам порядком поднадоело. Из-за того, что эта ванна была установлена с нарушением, наверное, всех правил, нормально принять душ не получалось. А вода после водных процедур плохо уходила. Поэтому мы ее выбросим, а вместо полноразмерной ванны, которая в нашей семье никогда не используется по основному предназначению, мы установим другую, длиной 120 см. Итак, начали. Вы, наверное, спросите, почему мы не выбрали вариант с душевой кабиной? Отвечаю. Потому что наш санузел спроектирован так, что без глобальной переделки в нем можно установить только узкий душевой поддон. И при таком раскладе мы выбрали ванну. По ширине она такая же, но, как ни крути, это все-таки ванна, и в ней, в случае чего, можно разместиться хотя бы полулежа. Короче, мы пошли на компромисс. Забегая вперед, я скажу, что экран под ванной я буду делать сам, и он будет без привычного ревизионного люка. Поэтому слив-перелив я выбрал такой, чтобы его можно было обслуживать сверху, то есть через сливное отверстие. Это слив-перелив Макалпайн с пробкой клик-клак. Чтобы его прочистить, достаточно просто вынуть внутреннюю часть, и лазить под ванной нет необходимости. Очень удобная вещь, могу порекомендовать. Ссылка на него будет в описании. Короче, слив-перелив не лезет. Сюда никак, мешает каркас с одной стороны, а с другой углы. Поэтому будем разбирать вот эту часть стены, чтобы извлечь оттуда колено под 90 градусов. Вместо него поставить колено под 45 градусов. И все это для того, чтобы при монтаже ванны избежать использования гофры. Потому что сами видите, да? Вот даже сквозь нее видно, что она вся забита. И это не совсем хорошо влияет на уход воды из ванны. Короче, мучился, и получилось у меня вот так. В итоге отверстие было смещено левее. Здесь у нас угол 45 градусов получился, а не 90, что улучшит сток воды. И теперь можно будет так вставлять слив-перелив и регулировать его немножко в различных плоскостях. Вверх, вниз, вправо-влево и по вылету, туда вперед-назад. Если бы не каркас, то было бы все примерно вот так. Причем отверстие ванны и слив-перелив на одной линии находятся. В общем, как ни крути, установить перелив мешает каркас. Мешает вот эта труба и вот эта труба. В общем, от штатного каркаса пришлось отказаться. Но об этом попозже, а сейчас я приступаю к изготовлению перегородки. И первым делом нужно все как следует замерить. У меня как следует замерить не получилось, что привело к внесению некоторых изменений в первоначальный проект. А чтобы у вас такого не произошло, будьте внимательны при замерах. Итак, я отметил, где заканчивается ванна, и с помощью лазерного уровня нанес на стену линию, на которой будет установлена перегородка. Перегородка, кстати, будет из гипсокартона, и поверх него будет наклеена плитка. Поэтому от нанесенной на стене линии я отступаю расстояние, равное толщине плитки и клея, это 1 см, и еще толщину гипсокартона. Изначально я хотел использовать гипсокартон толщиной 12,5 мм. Вот на этой линии я буду крепить каркас к стене. Кстати, каркас будет металлический, и я выбрал профиль Knauf толщиной 0,6 мм. Для того, чтобы его резать, я приобрел ножницы по металлу. Они легко справляются со своей задачей, но, как и любым инструментом, ими нужно уметь пользоваться. Профиль к стене я буду крепить с помощью дюбель-гвоздей. И я решил сделать побольше отверстий, чтобы крепление было надежным.
Отверстие в стене я сначала сверлил сверлом по кафелю, а потом уже сверлом по бетону. Демпфирующую ленту между профилем и стеной я не использовал. И могу вам сказать, что никаких звуков в связи с этим ни разу не появилось. Собирать каркас, в общем-то, несложно. Тут главное выставить все по уровню. Скреплять детали можно шурупами по металлу и с помощью просекателя. Просекателем получается гораздо быстрее, но не везде он может подлезть. Поэтому хочешь не хочешь, а соединения будут комбинированными. Для крепления будущего каркаса ванны я решил установить в перегородке деревянные закладные. А для придания всей этой конструкции жесткости я установил несколько горизонтальных перемычек. Внутри перемычек я установил деревянные бруски. Это уже будут закладные для крепления полок. И вот теперь можно обшивать перегородку гипсокартоном. Но не подумайте, что перегородка будет крепиться только к стене и к полу. Чуть позже добавится еще пара элементов, которые исключают какие-либо смещения перегородки. С гипсокартоном я работал впервые и по ходу дела понял, что закручивать шурупы нужно очень аккуратно. Шляпка шурупа не должна сильно утапливаться в гипсокартон, иначе толку от такого крепления будет мало. Вот на этом уровне будет установлена распорка, которая соединит перегородку и две стены. Эта же распорка впоследствии будет служить полкой. Точно такая же распорка будет установлена и в верхней части. Это придаст перегородке необходимую жесткость.
Ну и теперь осталось только зашить все гипсокартоном. Короче, косяк. Делал, и вот что получилось. Я установил ванную, примерить. И здесь зазор буквально, не знаю, миллиметров 5. Чего недостаточно для того, чтобы приклеить сюда плитку. То есть, если плитка будет приклеена к этой стене, это плюс еще 10 миллиметров где-то. Ну, там клей плюс сама плитка. И в ванной уже не встанет. А вот здесь зазор. Вон какой, ребята. Я проверил угол вот этот. Не 90 градусов. Это острый угол. И стена вывернута в эту сторону. Немножко. В общем, я допустил ошибку. Я проверил, эта стена, она находится в уровне вот так. Она находится в уровне вот так. Но относительно этой стены она немножко развернулась. В общем, вот так вот. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Какое решение? Решение будет следующее. Снимаем вот этот гипсокартон толщиной 12,5 мм. И вместо него крутим гипсокартон толщиной 9,5 мм. В таком случае плитка встанет как раз прям ровно-ровно. Вот. Что делать с тем углом, чтобы избавиться от этого зазора? По профилю будет двойной гипсокартон 9,5 мм. И тогда, получается, этот лист не будет примыкать к горизонтальным перемычкам. Я думаю, что надо будет наносить пену на перемычки и уже потом гипсокартон фигачить. Пена затвердеет в нужных местах, то есть будет такой клин там создан благодаря этой пене. И тогда уже после того, как пена высохнет, прикручивать гипсарь к перемычкам. Я думаю так. В общем, сейчас будем заниматься. Снова здорово называется. Не повторяйте моих ошибок. Баллон с пеной я тоже впервые взял в руки, и то ли я делал что-то не так, то ли пена такая, но прилипать к металлическому профилю она наотрез отказывалась. В конце концов я нанес пену уже на гипсокартон и так прикрутил его к каркасу. И вот что получилось. Ванна встала, необходимый зазор для плитки есть. Угол между стеной и перегородкой 90 градусов. Да, вместо гипсокартона толщиной 12,5 мм установлен более тонкий, но такова цена ошибки. А мне сейчас остается закрыть торцы перегородки и полок и переходить к следующему этапу. Но об этом уже в следующем видео. А если этот ролик вам понравился и был вам полезен, то ставьте ему лайк и подписывайтесь на канал. Всем добра и творческих успехов. До новых встреч!